Всем привет! Вы на канале Частной бригады «Строймой». Меня зовут Александр. Сегодня видеоролик о том, как смонтировать опалубку перекрытия монолитной лестницы, либо какие-нибудь там сборные перекрытия с балками и так далее. То есть сегодня вот пойдет речь об опалубочной системе. Что такое опалубка перекрытия и из чего она состоит? Первая, самая важная и значимая деталь – это телескопическая стойка. Представлена собой в виде двух трубок. Одна в другую входит, папа-мама. Имеется здесь отверстие шагом, наверное, сантиметров 12-15, может меньше, больше, без разницы. У первой основной трубы имеется внизу пятка. Зачем вот эти дырочки, я в курсе, в душе не знаю, кто их зачем придумал. Вот. Дальше. Труба в трубе, по сути, получается. Стойка регулируется по высоте благодаря вот этим отверстиям. Рабочая длина стоек определяется в зависимости от маркировки этой стойки. То есть стойки бывают разные, там от 2,70 до 3,40 или 3,70. То есть стойки могут быть разного плана, разного производства. Как и российские, так и шведские, немецкие и так далее. Принцип такой, то есть выдвижная система. Дальше. Здесь имеется гайка. Сейчас я скручу. Если скручу, не в ту сторону. То есть рычажочек, если не получается рычажком, бьется молотком по ушам данной гайки, либо вставляется какой-то дополнительный рычаг в виде монтажки и так далее. Дальше, как мы видим, она вот опускается, соответственно, мы ее можем переставлять куда угодно и с чем угодно. Дальше, следующий элемент телескопической стойки, это у нас называется унивилка, она же коронка. Ой, ну да, все вроде унивилка, коронка. Коронка — это общий строительный фразеологизм, унивилка — это от завода-производителя научное определение. Здесь у нас коронка используется от системы каплок. Система каплок представлена, вот она. Вот, ура, кто усилит. Система каплок. То есть мы взяли коронку, вот она, такого плана. Обычные классические унивилки, ну просто они отсутствует резьбовое. Как вот это вот как резьба просто отсутствует, и все. То есть она просто вставляется в телескопическую стойку. Ну и все, аллилуйя, помчали. Дальше что? Также в комплекте идут сюда три ноги. Тренога, она такого плана. Раз. Ставится к стойке. Здесь имеется крючок, зажимается. Зачем нужна эта тренога? Чтобы стойка не падала при монтаже. Из практики, ну и на будущее, кто будет в аренду брать, унивилки, вот эти треноги, они в большом количестве, допустим, у нас на этаже надо там 100 телескопических стоек, процентов 30 можно взять только этих треног. Вот. Так как они по сути не актуальны. Ну, в зависимости от опыта исполнителя, можно, конечно, брать на каждую, но смысла в этом нет. Объясню почему. Когда мы замонтировали, ну вот видите, у нас ригель, он опирается по сути на две стойки, одна, вторая. Соответственно, поставив сюда стойку, нам этого достаточно. Все остальные стойки, ну шагом там, 1,5 метра, 1,70 метра выставляют уже после. Но об этом чуть позже. То есть, поехали дальше, все просто. Телескопическая стойка позволяет нам нивелировать высотную отметку всей нашей балочной этой клетки с ригелями и так далее. По стойкам все, дальше идем по возрастающей. После стоек у нас идут ригеля. Такие своеобразные двутавры. Производство тоже у всех разное, начиная от России, заканчивая зарубежными странами. Это всего лишь балка, состоящая из двух слоев. Первый слой у
нас монтируется шагом 1,5 метра, 70 метров, 80, ну, в зависимости от расчета, который предоставляет проектировщик. Второй слой ригелей монтируется также шагом согласно табличным значениям, либо по расчету проектировщика. Я расскажу практический опыт монтажа всей опалубочной системы. У кого будут более сложные задачи, высота потолков там 3,50, 4 метра, вам поможет только проектировщик. У нас же стандартная высота это 3 метра, 3,20, 3,40 максимально. То есть решения, о которых я буду рассказывать, для выполнения данных задач они более чем актуальны и никогда не подводили. Два слоя ригеля, ну и соответственно дальше фанера, нагвоздики. Ну на этом все. Теперь как смонтировать всю эту тему. У нас имеется комната. Вся опалубка монтируется покомнатно, либо по нескольку больших, длинных, протяженных комнат, либо какие-то захватки. Возьмем образно комнату 5 на 10. Как там смонтировать все эти стойки, чтобы наша опалубка в момент заливки не рухнула. Делюсь опять же моментами с практики своей. Извините за сленг, речь, но немножко уже устали за сезон. Начинается монтаж опалубки, имеется комната. Берем стойки. Стойки предварительно высчитывается высота. Ригель у нас 20, фанера 18, 21, бывает 25. Вот, соответственно, стойка предварительно выкручивается, ловится наша предварительная дырдочка, в нее вставляется, то есть вот которую стойку я сейчас снял. Все стойки рекомендую перед монтажом заготовить таким образом, чтобы они были плюс-минус 2 сантиметра, но уже готовые. Почему? Потому что, судя опять же из практики, арендодатели порой забывают смазывать вот эти трущиеся механизмы. Опалубка у некоторых арендаторов лежит под дождем, под открытым небом, соответственно, там образуется накипь, ржавчина, ну и так далее. То есть трубку из трубки достать очень тяжело, порой бывает. Поэтому берется молоток, кувалдочкой и начинает все это дело выбиваться. Поэтому не поскупитесь, арендаторы, люди, владеющие опалубкой, брызнуть туда капельку маслица, любого, эмульсии той же от опалубки и так далее, чтобы вот эти механизмы были всегда рабочие, чтобы у монтажников не было никогда проблем. Эта скорость порой прикипает так, что кувалда нужна очень серьезная, чтобы это дело выбить. То есть предварительно мы заготовили все стойки так. В данном случае, если она у нас телескопическая, если она у нас из стойка опалубочной системы, эта опалубочная система называется объемная чашечная система, называется кап-лок или капс-лок, без разницы. Состоит она из также металлических труб, усиленных там диаметра и характеристики, сейчас я не подскажу. Вот. Имеется полено в кавычках, метр, бывают они 3-метровые. Это представленная чашечка. Чашечка для устройства ригеля. Это называется ригель. Это стойка. Шаг чашечек бывает различен. Может быть он составляет 1,75 м, полметра. В зависимости, опять же, от конструкции. Данная объемная опалубка позволяет устраивать опалубку перекрытия высотой до 70 метров. Но, опять же, здесь уже вам поможет только конструктор, который все это дело рассчитает. Каждая стойка несет порядка 6 тонн, если мы говорим о системе кап-лок. Телескопическая стойка несет от 2 до 4 тонн, в зависимости от производителя. Возвращаемся к монтажу опалубки. Телескопические стойки предварительно выравниваем. Здесь происходит следующее. Имеется домкрат, трубы соединяются втулками. Вот она втулка, то есть получается труба в трубу, втулка, опять труба и так до высоты 70 метров. Вверху у нас есть такая же унивилка, но она, как видите, регулируемая. Домкраты и унивилки бывают, опять же, разной длины. Мы брали 75-750 мм, что домкрат, что втулку, что входило в наши основные задачи. То есть это устройство перекрытия от
3 до 3,40 метров. То есть это максимальный диапазон, ну, самый более часто встречаемыйся в малоэтажном строительстве. Вот. Предварительно, как выровнять эти домкраты быстро и очень быстро. Очень быстро, сейчас, секундочку. Эти стойки, то есть мы заранее подготовили дырка. Арматурку вставили здесь. Мы берем, высчитываем высотные отметки наших трубок. И опять же нивелируем сразу домкраты и унивилки. Как это делается? Предварительно мы там вычислили, потому что у нас должны там домкраты быть на высоту 30 сантиметров. Мы делаем черточку на 30 сантиметров маркером. Маркера не реклама, но самые лучшие маркера это вот такие маркера для монолитчиков. Они долгоиграющие, то есть один маркер это просто бомба, как говорил наш известный разнорабочий совет. Дальше мы берем домкрат, отмечаем, предварительно гайку сразу скручиваем, одну, вторую, то есть нужен всегда шаблон маяк, который ускоряет работы в 3-5 раз. Ну, в зависимости, конечно, от желания работающего. Можно и шаблоном работать вот так вот, еле-еле и уснуть. Предварительно все подготовили, и стойки, телескопические каплоки. Дальше переходим к расстановке. Расстановка. Каждая стойка от угла стены должна отходить 200-300 миллиметров. 300 миллиметров. Почему так? Потому что ригель, вот он, край ригеля, он может работать, то есть выдержать нагрузки, ну, в зависимости там, от расчета. У нас стандартные это обычно там 18-20 плиты монолитного железобетона. Вот этот консольный свес ригеля, то есть от опоры 200-300 миллиметров, он еще позволяет работать, то есть конструкция, опалубка, фанера не проседает. Соответственно, как бы это первое из основных правил. Стойку монтируем пам-пам-пам так, от угла здесь расстояние, одно, второе. Дальше выставляем порядно наши стойки, то есть у нас 5 метров, допустим, у нас шаг будет стоек 1,5 метра, да? Соответственно, через каждые 1,5 метра мы монтируем стойки. Как монтируются стойки? Ну, опытных монолитчиков, ну, допустим, у меня, я всегда монтирую на глаз. Ну, глаз наметан, поэтому считаем образно. 1, 2, 3, 4. То есть на эту стенку, в данный комнате, у нас выходит 4 стойки. Шаг, в зависимости от 1,50 м до 1,70 м. Благодаря нашему проектировщику Игорь, привет. Игорь нам рассчитал шаг, который мы знаем. Он составляет у нас в среднем 1,5 метра, можно 1,70 м. Ну, вот в этом диапазоне мы маневрируемся. То есть с данным шагом стоек у нас опалубочная система будет стоять. Дальше. То есть мы глазками раскинули здесь, согласовали это с проектировщиком, если он имеется. Если не имеется, можете обратиться ко мне, я подскажу, если у кого-то будут серьезные объекты, серьезные задачи. Дальше. Вторая стена, то же самое, высчитывается визуально. Это требуется для самого быстрого просчета. То есть зашли в комнату, когда мы считаем опалубку, когда нету программных комплексов и так далее. Ну, программные комплексы это хорошо, но это долго по времени. Поэтому, ну, я делаю образно. Беру небольшую перестраховку. Шаг у нас в среднем где-то вот 1,5 метра. Ну, грубо говоря, я приведу пример с данного объекта. Мы рассчитаем пам-пам 4 стенки. Дальше эту стенку считаем пам-пам глазами считаем пам-пам-пам. У нас там получается сколько? Ну, 8-9 стоек. 8-9 стоек получилось. Все, хорошо. Дальше наши линии просто дублируются. Ля-ля трополя. Все готово. Но здесь не будет еще расчерчивать. Дальше приступаем к монтажу ригелей. Как видим, у нас первый слой ригелей расположен продольно в комнате, а по короткой стороне у нас расположен второй слой. Ваша раскладка ригеля может быть различна в зависимости от наличия ригелей, как у арендатора, как и по вашему расчету, как и наличие фанеры. Фанеры бывают разные, и ламинированные, и не ламинированные, без разницы. Поэтому предварительно надо все-таки делать расчет.
В нашем случае мы монтируем продольно. Следующее. Одно из основных правил. Допустим, у нас ригель имеет, сколько у нас здесь было? 10 метров. 10 метров. Допустим, у нас ригель средний, там где-то 4,20, пускай даже 5 метров для общего подсчета. Это примерно половина нашей комнаты. Мы монтируем ригель первый. Он у нас доходит до центра 5 метров. Соответственно, под монтаж данного ригеля нам надо всего лишь 2 стойки. Это стойка номер 1 и стойка номер 2. Продемонстрирую здесь. В нашем случае ригель 3,60. У нас актуальна стойка 1 и 2. Вторая стойка добавочная, она монтируется чуточку позже. Сразу их монтировать не надо. Объясню почему. Года 2 назад мы столкнулись, точнее напоролись на очень умного заказчика, который рекомендовал нам, то есть мы свою работу делали, но человек нас всячески перебивал и пытался влезть. Что он делал? То есть у нас это наш ригель, у нас 2 точки, вот видите на ручках 2 точки. Когда мы будем нивелировать, приподнимать либо опускать один край, мы будем ловить наши высотные отметки. Соответственно, если мы добавим стойку в центре, и мы начнем ее поднимать, эта стойка начнет у нас падать, проседать и так далее. То есть для первичного монтажа, назовем это так, нам эти стойки центральные не нужны. Вот. Заказчик, который нас учил, как правильно строить монолит, у него на ригеле были 4 или 5 стоек, шагом 80 сантиметров. Там не энтузиазм, перфекционизм был запредельный. Соответственно, приподнимая каждую стойку на 2-3 мм, соседи начинали шататься либо сбиваться. Вот. Как монтируется ригель у нормальных монолитчиков? Мы выставили первую точку в 0 по лазеру, вторую точку в 0 по лазеру. Дальше кидаем добавочные стойки, заготовленные ранее. Мы ее подставляем, выкручиваем, чуточку упираем в наш ригель, просто чтобы она сама по себе не упала ни вправо, ни влево. Все, этого достаточно. Перед бетоном, когда весь армокаркас уже завязан, уже когда опалубка пригружена каким-то ножом от арматуры, эти стойки еще раз проходятся, просматриваются, протягиваются. Но основная нивелировка происходит по основным лыжам. Это 1 лыжа, 2, 3, 4. Сегодня мастер Исраил, опытный боец уже, добавил 3 стойки. Застеленная за полок только 1 комната. Это ошибка, как он говорит. Вот. Соответственно, просто чисто логически, если я сейчас начну стойку поднимать, эта стойка у меня упадет. Учитывая то, что у нас в наличии на палубку всего лишь 3, кто они? Унивилки? Нет, треногие. Каждая стойка будет падать. Но если бы на всех стойках были треноги, они бы не падали. Но учитывая качество данных треног, которые предоставляют нам арендодатели, все стойки все равно будут падать. Потому что они уже потрепанные временем, но бэушная палубка, с этим ничего не поделаешь. Мы ребята опытные, нам треноги вообще не нужны. Максимум это 20-10 штук на первичный монтаж. Когда кинется ригель, он пригрузится, тренога просто дальше уже не актуальна. Дальше. Это у нас монтируется так первый слой ригеля. То есть мы его монтируем. Здесь нахлесты бывают различные, без разницы мы стелим комнату. Под каждый у нас идет нахлест, то есть ригель закончился, стелим второй. Нахлест, то есть желательно, чтобы вот этот консольный выпуск был, опять же, 230 мм, 200-300 мм, либо там 50-100 мм. Вот. Все. Таким образом монтируются наши основные первичные ригеля, первичный слой, первый слой. В кавычках лыжи, можно так их назвать. Смонтировали лыжи мы основные. Вот так обозначим. Дальше мы стелим второй слой ригеля. Второй слой ригеля стелится также с определенным шагом. Давай здесь покажем.
То есть, видите, шаг, он определен. Как он определяется? Средний разброс по данному шагу, опять же, от ригеля до ригеля, как и в случае с арматурой, все размеры берутся от центра до центра ригеля. От центра до центра ригеля. Соответственно, шаг ригелей второго слоя составляет 450-600 мм, в зависимости от фанеры. Какая фанера? Фанера бывает там как китайская, там просто фольга, бумага, там не пойми что. Там шаг, конечно, надо делать почаще, где-то 45. Если это фанера российского производства, например, Свеза, и толщина у нее 21 мм, шага 600 мм будет достаточно. Но опять же под перекрытие 180-200 мм. Если это перекрытие будет больше, там 300-400, там, ну, объекты и конструкции бывают разные, там уже опять же поможет только конструктор. Это вот по сути классика жанра 45-60. Если вы сомневаетесь в качестве фанеры, либо впервые с ней столкнулись, ну, перестраховывайтесь, делайте вот так. 450 будет вам счастье. Дальше. Лист фанеры стандартный, ламинированный, у нас имеет размеры 2440 мм на 1220 мм. То есть это основные размеры. Понятно, бывают там всякие гибриды, там по 3 метра на 1,5. Белая фанера, да, она имеет размеры там 1520 мм на 1520 мм. Можно тоже ее использовать, но обрезков, нахлестов, шаг ригелей, ну, надо все считать. Можно. Чтобы она спокойно отдиралась от потолка, возьмите тот же эмульсол, обработайте эмульсолом. Ну, только аккуратнее наверху, будете на ней как на льду кататься. Вот. Наша фанера, основная, ламинированная, имеет такие размеры. Соответственно, ригель под один лист фанеры у нас получает в среднем 6 ригелей. Как ее начертить? Ну, давай здесь. Это наш первый лист фанеры. Соответственно, у нас здесь имеется ригель в начале. Так как у нас стены и размеры комнат гораздо больше, 2,44, мы должны сделать стыковочный ригель. Что такое стыковочный ригель? Это ригель, на который приходят две фанеры одновременно. Соответственно, ригель у нас имеется шириной 80 мм. Здесь остальные сейчас дочерчу ригеля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ригель у нас имеет полку 80 мм. Соответственно, лист заканчивается опирается на 40 мм, 4 сантиметра. Второй лист, который идет дальше, также опирается на этот же ригель. Ну и дальше все повторяется. И получается, под один лист у нас в среднем при шаге 48, да, 480 мм, у нас получается в среднем, ну, 6 ригелей, там как ни крути, то есть по раскладке где-то мы вылезаем так. Где мы считаем? Где он есть? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну да, 6. Как стыкуются ригеля? В зависимости, опять же, от раскладки. То есть первый ригель у нас вся фанера постелена вот таким макаром. Она у нас по 2,40, опять же, расстелена продольно. Первый ригель, ну давай здесь. Первый ригель это начало нашей фанеры, потом дальше шаг у нас в среднем, ну где-то 48, 45, 50. Все раскидывается на глаз. Почему на глаз? Лист шел, где он закончился? Вот здесь он закончился. Вот он. Здесь он закончится, соответственно, под одним листом фанеры должно быть 6 ригелей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вы можете их двигать вправо-влево, то есть, ну, в диапазон даже 50 сантиметров, вы все равно впишетесь. Дальше. Все это дело раскидывается на глаз. То есть у нас имеется 6 ригелей и длина 2,40. Мы должны раскидать визуально. Рулетки, ну, в таких моментах, работах я не использую, то есть видно глаз. То есть мы просто проходим по верху и смотрим, чтобы куски, отрезки под фанерой были одинаковые. Все. Не надо бегать с рулеточками, это для маразматиков, перфекционистов, они могут там позволить себе этим заниматься. Но мы из этого немножко выросли, идем дальше. Соответственно, стелится вся фанера.
Набираются куски. Вот таким макаром мы ее там стелим, фанеру, набирается. Как прибивается фанера? Фанера бьется в зависимости от ее кривизны. Фанера бывает новая, бэушная, поведенная, горбатая, вогнутая, выпуклая, без разницы. Если она у нас такого плана, выгнутая, вогнутая, то бьем, конечно, почаще. Вот. Если фанера идеальная, бьем только углы. Раз, два, три, четыре. Если будем бить меньше гвоздей, а как помним, дерево у нас гниет с гвоздя, если у нас будет 4 дырки, и мы будем следить за своей фанерой, то она прослужит нам очень долго. Если же мы будем колотить там, где надо и не надо, и складировать, хранить опалубку, бог пойми в каком положении, чтобы образовывались выпуклости и вогнутости, так еще и под осадками, ну, данная фанера долго не проживет. Так, все, дальше. Между фанерами, между листами фанеры могут образовываться щели, если это фанера бэушная. Ну, вот она у нас не бэушная, но наш плотник бывший, который эту фанеру распускал пополам, об этом расскажу чуть позже, он ее распустил немножко кривовато. То есть это у нас заводские края, а в середине она вот так вот у нас гуляет, шишки, пышки и так далее. Ну вот. Все эти моменты пеним. Какие щели пеним на фанере? Все щели, начиная от 5 мм. Если меньше 5 мм, при заливке, приеме бетона, при вибрации, все эти трещинки, микрощели, все заполнятся бетоном, молочком и так далее. В нашем случае, если между фанерами более 5 мм, там, конечно, надо задуть пену. По времени это усложняет монтаж, то есть надо пену задуть, потом ее срезать, собрать, чтобы ее не сдул на соседний участок, ну и так далее. Все. Дальше. Лайфхак. Стелим фанеру, то есть вот у нас заходит фанера. Пам. Это основные листы. Дальше у нас остаются участки, где требуется добор, обрезки, подрезки. Можно использовать любую фанеру, белую, не белую, ламинированную, не ламинированную, просто иногда целый лист фанеры, жалко резать, поэтому с арендодателем можно заранее договориться, чтобы взять в аренду какие-то отрезки, огрызки, уже бракованную фанеру, по сути, где можно вырезать какую-то часть. Дальше у нас здесь опять же идут ригеля. Все, доборы мы закрываем уже с любым шагом, главное, чтобы было опирание на те же ригеля. Если мы здесь добавляем кусок фанерки вот такого плана, опять же мы должны оставить место под опирание на ригель, чтобы монтировать следующий кусок. Чтобы, образно, ригель наш, как его начертить-то, вот так вот, чтобы фанера заканчивалась вот в середине, а не висела вот таким макаром, чтобы здесь она не пошла вниз под нагрузкой F. А F может быть разный, у кого-то жопа тяжелая, у кого-то бетона или арматуры гораздо много. Чтобы не было вот этих моментов, это будут все. Опять же, здесь фанера просядет, будет на потолке пузо. Будет шишка какая-то пузо. Поэтому все собирается. Дальше. Если в каком-то месте вы сделали добор миллиметр в миллиметр, и он у вас не залазит. Прямо вот он в тютельку. Но увидите то, что его надо немножко запихнуть. Запихивать не надо. Берется просто человек 100 килограмм, вот как я. Встает на этот кусок фанерки, просто прыгает, хоп, и она залазит. Но если не залазит, значит вы криво отпилили. Там тонкая настройка должна быть. Но порой это помогает. Дальше, что еще? Все, после того, как мы смонтировали фанеру, все наши щели по стенам и так далее, все задули, пену срезали, смонтировали на каждом ригеле по две стойки. Угловая, нахлёстая, опять же угловая. Центральные, повторюсь, монтировать не надо. Это ошибка. Они ни к чему на данном этапе. Все это монтируется. Основной, первый слой ригеля, повторюсь, шагом обусловленный расчетом, либо исходя из тематики данного ролика, информации данного ролика. Это опыт, по сути, это классика жанра, когда такие стандартные элементы происходят. То есть это 1,5 метра для даже перфекционистов, которые очень боятся, потому что
перекрытие может упасть, либо разброс до 1,80 м. Возможно, где-то пройдет и больше диапазон шага стоек. Опять же стойки, то есть о чем я говорю, то что стойка, 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 между ними получается, ну, по сути, квадрат. И сторону квадрата составляют 1500 мм, 1,5 метра, либо 1700 мм. То есть это классика жанра. Если где-то нам надо чуть подвинуть, то есть и так далее. Все остальные моменты, ну, как бы, неопытным, начинающим я не рекомендую. Хотите очень и очень сильно перестраховаться, обращайтесь к человеку, который вам сделает расчет по прогибу и так далее. Но, опять же, учитывая качество опалубочной системы, которая предоставляется в аренду, даже я в связи со своим колоссальным опытом, я это перестраховываюсь. Потому что где-то ригеля бывает, бог пойми какие, где-то стоечка, то есть она гаечка работает, а на самом деле она может проскочить, ну и так далее. То есть, ну, перестраховаться можно, но не сильно, не сильно. Надо просто опытным глазом уже смотреть. Все. То есть после этого комплекса работ, когда фанера застелена, основные стойки выставлены, эти уши отнивелированы. Как можно нивелироваться? Самый долгий способ – это использование гидроуровня. То есть делается засечка какая-нибудь на стене. Вот, допустим, здесь. Делается засечка. На той стороне засечка. Забивается какая-нибудь лабуда в стену, там, или какая-то временная монтажная дощечка, там, дюбель, саморез, без разницы. Натягивается шнурка. Дальше каждая стоечка под эту шнурку нивелируется. С одной стороны, с другой стороны, с третьей, с пятой, с десятой. Это самый долгий способ. Быстрее способ – это использование оптического нивелира. Становится человек с оптикой, другой пассажир берет рейку, переворачивает ее, раз, но опять же им нужен рэпер, привязка, то есть надо еще вынос рэпера. Оп. И так бегают, они пробивают каждую из точек всей лыжи. Лыжи могут быть длиной по 40 и больше метров, ну, в зависимости от объекта. И самый быстрый способ – это использование лазерного нивелира. Построители плоскостей. В данном случае нам нужна горизонтальная плоскость, подойдет самый дешманский лазерный нивелир, уровень. Если в темное время суток, вот сейчас вечер, сумерки, либо окна там как-то черной пленкой там забить уже после фанеры, можно это дело нивелировать, чтобы на рейке, либо там на деревяшке из какой-то лазер этой рулеткой можно сделать засечку и ходить уже выставлять опалубочную систему. В данном случае опалубочная система выставляется с погрешностью 5-10 мм. Почему? Потому что все дерево, опять же ригель, он бывает не только ровный, он бывает вот такой, он бывает как лук, винтом и так далее. Поэтому первично выравниваем все стойки где-то в таком диапазоне 5-10 мм. После того, когда армокаркас догрузит нашу опалубочную систему перед заливкой бетона, где-то там за час, за два, мы пробегаем очень быстро и нивелируемся уже точнее, с погрешностью 5 мм. Почему 5? У кого получится лучше, можно лучше. Два способа регулировки. Первый, мы беремся от ригеля точку, либо мы берем от фанеры. Если фанера одинаковой толщины везде, можно браться от фанеры. Но опять же, учитывая то, что ригель, даже вот если мы смотримся, опирание ригелей на коронку, оно разное. Почему? Потому что коронка кривая. Коронка может быть, опять же, пузом, ямкой. Ну, сейчас не буду искать, нет другой коронки. То есть это всего лишь качество опалубочной системы. Если она новая, с завода, тогда можно говорить о допусках в 5 мм, 3 мм, ну и так далее, по низу плиты. Тогда да, учитывая наши реалии на сегодня, погрешность, если вы в 5 мм попадете предварительно перед заливкой бетона, это уже уровень бог, вы бог монолитных работ. Вот, поэтому все. Дальше каркас прогрузили, быстро пробежали, отнивелировались. Опять же, как нивелируются основные точки ригеля. Раз, два. Добавляем добавочные эти стойки.
мы уже монтируем после загрузки армокаркасом. Почему? Уже фанера стоит, опалубка уже пригружена, всякие эффекты хождения, вибрирования фанеры, ригелей уже минимизированы, поэтому после, перед заливкой, когда уже все основные лыжи отнивелированы, стоят в нуле, после добавляем стойку. Продемонстрирую как. Взяли стойку, что я приготовил. Вот видите, она стоит ослабленная. Может вправо-лево упасть и кому-нибудь прилететь по голове. В таких работах рекомендую каску. Дальше. Ближе подходи чуть-чуть. То есть выдвижение этой стойки, сейчас она стоит подготовлена идеально. То есть мне надо сделать 2 оборота, и она встанет в свое место. Если она не встает в свое место, просто достаем арматурку. Арматурку желательно использовать 12-10 мм, потому что восьмерку, где она загнута есть, ну вон, видите, восьмерка, она иногда порой сминается, то есть ее не срезает, но она сминается. Вот. Выставили, рукой подняли трубу до верха, дальше, если гаечки все работают не прижавевшие, рукой докрутили, все. То есть от ригеля основной 2 края стоят в нуле. Эту стойку мы не перетягиваем никоим образом. Мы просто взяли, уперли, чуть подкрутили, чтобы она стояла вот сама по себе, чтобы просто не упала. Все, больше ничего делать не надо. При приемке бетона она догрузится и уже никуда точно не упадет. Дальше, если люди работают не шибко опытные и начинают эти стойки перетягивать, вот, я сейчас ее перетяну, соседний начнет падать. Вот, поэтому с этим моментом надо быть аккуратнее, надо чувствовать вот эту грань. Подтянули, соседнюю проверили. Если человек перетянул, возможно, соседняя уже ослабла. То есть стойки выставляются таким макаром, чтобы они все стояли в небольшом натяжении, без перетяжки, и сами по себе не падали. Дальше берется молоток, уровни никакие не нужны. Порой удивляет, когда люди бегают с уровнем, вот прикладывают с одной стороны, с другой. Этого делать не надо. На стойку покажи. Всю, как она стоит. Вот, видите, она стоит вертикально. Более-менее вертикально. Другая тоже более-менее вертикально. Если она стоит криво, вот так стоит криво. Мы же это видим, потому что она стоит криво, так она стоять не должна. Соответственно, глазами мы выставляем примерную вертикаль, ну у кого, конечно, какой глаз. Вот так стойки ставить не надо, ни с одного, ни с другого направления. Ой, что здесь Исраил понаставил? Ну вот стойка, вот стоит, немножко вверх надо будет докачать. То есть проходим, стойки вот эти подтянули легонько, чтобы соседи не падали. Дальше мы взяли молоточек, подошли, посмотрели, тюк-тюк ударили, отошли, посмотрели на метр, на полтора, стоит ровно. С другого направления зашли, посмотрели, стоит криво, вот если ее посмотреть, стоит криво, то есть сантиметра 4 надо не сдать туда. Все, опять взяли молоточек, тюк-тюк, она на месте, все. Больше никакой работы по выравниванию стоек не надо делать, производить. Ну, конечно, в зависимости от вашего глаза. Если у вас глаз говорит то, что вот эта стойка стоит ровно, ну тогда бегите к врачу. Ну, наверное, на этом все по половой системе. Все элементарно просто. Берегите головы, потому что у людей малоопытных может все это дело рухнуть на голову. Вот, поэтому аккуратнее. И еще одно золотое правило всех монтажных работ по опалубкам перекрытия. Всегда думайте, как это все дело будет падать. Вперед, назад, вправо, влево и так далее. При монтаже, при демонтаже работы. Соответственно, вот будет демонтаж. Мы видим то, что у нас основной ригель вот это, да? Если мы уберем здесь стойку, то есть, ну там одну-две стойки пойдем, ну задние стойки стоят, все это дело рухнет вот таким образом. Но об этом надо подумать. Если вдруг начнет все дело трещать, не дай бог, конечно, надо что сделать правильно? Бежать назад вот сюда. Почему? Потому что здесь ригель упрется в потолок,
а здесь упадет так. Ну, это утрированный пример. Просто надо всегда думать, ждать то, что это стройка, это опасно. Как это все дело может рухнуть, вас прибить, либо вы сами нечаянно оступитесь. Ну, поэтому всегда надо быть начеку. Все, всем спасибо, до скорых встреч. Кому непонятно что-то, либо требуется дополнительная информация, задавайте вопросы. Роликов на тему монтажа перекрытий очень полно. Да, порой они безбашенные, отчаянные, без соблюдения техники безопасности, но поймите меня правильно. Я эти перекрытия уже собрал не, ну пускай, ну не первый десяток раз, может 20-ок, может 30-ок. Не знаю, молодой еще. Но опыта предостаточно, чтобы спокойно выполнять эту работу. Поэтому ставьте лайки, дизлайки, хейтеры мои любимые. Все, всем спасибо, до скорых встреч.